Привет всем! А у нас сегодня очередной рецепт очень вкусной курицы в духовке. Запекать ее будем сегодня в обалденнейшем сухом маринаде в рукаве. Вот такая вот у нас сегодня курочка, почти без копеек, весом 2 килограмма. Ну и для начала нам нужно ее слегка обработать. Под словом обработать я имею в виду, нужно отрезать лишние запчасти. Ну и вот эта вот шейная кожа, она мне вот вечно она мне не нравится. Напишите в комментариях, вы вот так же, как я, делаете или оставляете ее. Ну и давайте сразу сделаем вот так вот. Кто смотрит все мои видео, тот знает, что я просто обожаю вот таким вот образом отделять кожу от тушки. Таким образом у нас, во-первых, маринад попадает под кожу, и само мясо получается более вкусное, ароматное. Ну и кожа получается более хрустящая, потому что она как бы отдельно готовится от мяса. Ну а теперь давайте сделаем сухой маринад. Прям очень много всяких разных и вкусных специй нам сегодня потребуется. Граммовки и количество каждой специи смотрите в описании под видео. Вот прям именно то количество, которое сегодня я использую. У нас специи разных видов, какие-то молотые, какие-то целиковые. И в конечном итоге я хочу их пробить еще и в блендере, да, чтобы они прям вот так вот максимально хорошо перемешались. Поэтому сразу поэтапно начинаем в стакан для блендера отправлять наши специи. Первым делом берем мускатный орех и на мелкой терке его натираем. Берем пару лавровых листиков и вот так вот предварительно руками мелко-мелко крошим в стакан. Берем кусочек палочки корицы и тоже ее вот так вот руками перемалываем. Если у вас есть молотая корица, используйте молотую. У меня просто закончилась, есть вот по наличию только палочка. Но ничего, она тоже ароматная. Теперь мы берем кардамон. Нам потребуются вот эти вот зернышки, которые внутри. В ступку отправляем зиру и зерна кориандра. Нужно их предварительно вот так вот в ступке размять. Чтобы блендеру по итогу было полегче, давайте еще вот эти первые специи тоже в ступке предварительно разомнем. Возвращаем специи в стакан для блендера. Сюда добавляем молотый имбирь и гвоздику. Добавляем сушеный тимьян, а также добавляем куркуму и паприку. Давайте соли добавим. Здесь по вкусу своему действуйте. Ну и, собственно говоря, берем и пробиваем. Такой вот у нас получился наборчик. Сухой маринад для нашей курочки. Ну а дальше все очень просто. Как вы понимаете, нам нужно нашу курицу прям вот очень хорошо со всех сторон натереть специями. Прям под кожей, внутри курицы. В общем, везде. Дальше мы будем использовать пакет. У меня пакет для запекания рулонный. Поэтому давайте вот сразу один конец очень хорошо завязываем. Вот так вот прям перекрутим. Отрезаем от рулона вот таким вот образом. Убираем нашу курицу. Прям вплотную не делайте, чтобы оставалось пространство и с этой стороны, ну и с этой, чтобы запас был. Как вы знаете, по предыдущим моим видосикам с курицей я купил себе электрический термощуп и буду его использовать.
Поэтому пока мы не завязали пакет, нам нужно щуп воткнуть в толстую часть курицы, в грудку. Вот таким вот образом берем и втыкаем в курицу. Щуп мы выводим наружу и прям вот так вот вместе с ним здесь вот плотненько все затягиваем. Ну и также перетягиваем вот этой вот стяжкой. Отправляем курицу на противень вот таким вот образом. И в таком режиме отправляем в духовку. Я запускаю термощуп и жду, пока курица внутри нагреется до температуры 74 градуса. В самой духовке 180 градусов. Потом по итогу я вам скажу, сколько у меня на это ушло времени. Вот такой вот пузырек. У нас прошло 33 минуты и наш термощуп запищал, говоря нам о том, что внутри курицы 74 градуса. Давайте пакет снимем и посмотрим, что там. Аккуратненько разрезаем пакет, чтобы паром не обжечься. Давайте вот этой вот немногочисленной жидкостью так вот сверху смажем нашу курицу. Я хочу ее прям вот на чуть-чуть еще в духовку без пакета убрать, буквально на 4 минуточки. Вот в таком вот виде, прям буквально на 4 минуточки, чтобы сильно не пересушивать нашу курицу, вернем обратно в духовку с режимом конвекции, чтобы она подрумянилась посильнее. Мы пока фотографировали нашу курочку, столько сока вытекло. Смотрите, она внутри прям какая сочная. Смотрите, сколько тут внутри бульона. Какая она просто нежная. Давайте попробуем кусочек. Прям реально сок. Прям, знаете, вот прям зубами сдавливаешь, он прям вытекает. И самое что прикольное, то что она вот прям изнутри грудки я взял кусочек, и он прям ароматикой специй очень хорошо пропитан. То есть такая не пресная, не безвкусная курица получается вареная. Она реально получается прям вот ароматная. Такая вот чудесная. Можно смело подавать к столу. Вот по аромату специй прям идеально будет с рисом. Прям вот ничего другого. Прям вот рис на гарнир и будет вау. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Живите вкусно. Обязательно смотрите следующий рецепт, который вот сюда вот можете нажать. Ну либо просто подписывайтесь на канал. У меня уже почти 365 рецептов. Представляете, можно целый год, каждый день готовить новое блюдо. Вот так вот. Ну что, всем пока. Пока-пока!